Здравствуйте, друзья! 17 сентября на площадке Общественной палаты города Ростова-на-Дону прошло заседание рабочей группы по систематизации работы в части профилактики химической зависимости. На этом мероприятии участвовали общественные организации, НКО, а также представители Министерства образования, Министерства здравоохранения, МВД. И это новая площадка, новая идея. В чем она состоит? В том, чтобы на базе общественной палаты создать именно общественную какую-то структуру, которая бы занималась вопросами организации и систематизации всего процесса борьбы с наркоманией и реабилитационного, в том числе, сообщества. Была такая интересная полемика, и выступали люди, не было какого-то перетягивания там одеяла на себя, а каждый из ведомств или из организаций говорили о том, как они видят эту проблему в своем разрезе, применительно к своей практике. И это было интересно. Допустим, люди говорили о том, как они работают в школах, и это действительно там свои сложности или же какие-то прорывы. Силовики говорили о сложности своей работы в этой области. Допустим, реабилитационное сообщество говорило о своих проблемах в этом. И каждому было понятно, что поодиночке мы это не решим. Ну, допустим, там МВД. Ну, конечно, МВД может участвовать своими силами, допустим, в каких-то задержаниях, да, или в каких-то пресечениях какой-то там незаконной торговли. Но из-за того, что потребители, наркоманы помолодели, все больше вовлечено наркоманов молодых в торговлю наркотиками до 14 лет. Он говорит, мы их берем, они торгуют, вот, ну все, а что мы можем? У них уголовной ответственности нет. Поэтому, исходя из того, что мы услышали вот 17 числа на этой площадке, мы поняли, что нам всем нужна помощь друг друга. И вот именно об этом и была эта рабочая группа, именно об этом там и говорилось. И было принято решение сделать ее постоянной, ну, то есть такой систематической. Вот. И чтобы туда приглашались новые люди, чтобы это не была закрытая площадка, чтобы там были определенные экологичные правила взаимоотношений внутри этой площадки. И довольно-таки было интересно. Почему? Еще раз скажу. Был руководитель отдела по молодежной политике города Ростова-на-Дону. Были там различные представители, которые участвовали до этого, в том числе и я. Участвовали не в одной сотне таких заседаний, да, и почему же мы туда пришли, почему мы все это начали? Да потому что если мы будем давать или делать те результаты, которые мы делали до этого, ну, мы будем, не результат, действия, то мы будем иметь примерно такие же результаты, как и были тогда. Они нас не удовлетворят, поэтому нам нужен какой-то новый формат общения, более легкий, более динамичный, более функциональный, и с хорошим КПД. И вот именно об этом и говорилось на этом заседании. Так что посмотрим, что получится, друзья. Следите за нашими обновлениями, подписывайтесь на наш канал, звоните на горячую линию, и вы получите любую консультацию в любое время. Мир вам, до свидания.